Топ-5 фильмов с украшениями от Тиффани. Да ладно, нет никакого смысла делать это ранжирование, но есть смысл через фильмы узнать немножко про историю этого бренда. Но именно благодаря фильмам многие из нас и захотели стать обладательницами тех самых бирюзовых коробочек. Вернее сказать, коробочек цвета Тиффани. Ведь 24 года назад, в 2001 году, в палитре Pantone появился оттенок под названием Тиффани, представленный под номером 1837. И это не рандомный номер, это год создания этой фирмы. А говоря, что мы хотим коробочку от Тиффани, не забываем тот факт, что компания не продает коробочки сами по себе. Их можно получить только приобретая товары от Тиффани. Я не представилась, меня зовут Гунза Елена, и я рассказываю о кино и костюмах кино, но сегодня больше про украшения. Сложно было понять, какой именно должна быть хронология, так чтобы рассказать историю бренда, рассказать о фильмах, об украшениях из этих фильмов и не запутаться. Но потом я поняла, что все равно запутаюсь в любом случае, потому что фактов много, фильмов тоже немало, и я просто буду следовать своей логике женской, логике левши, логике мамы и ребенка сразу, как угодно. И начну я с фильма, который последним вышел на экраны, а именно с фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. О нем и о костюмах героев этого фильма я рассказывала более детально в предыдущем выпуске, и ссылку на него я прикреплю выше. Посмотрите, кто не видел, а здесь больше внимания уделю украшениям. Гильермо дель Торо практически с детства мечтал сделать экранизацию фильма «Франкенштейн», и когда у него появилась такая возможность, он ее не упустил. Но несколько видоизменил повествование. Во-первых, поменял жанр, и вместо фильма ужасов перед нами романтическая трагедия. А вместе с этим он еще и сдвинул временные рамки. Фоном основного действия фильма является период Крымской войны, то есть 1850-е годы. Компания Tiffany согласилась сотрудничать с художницей по костюмам этого фильма Кейт Хоули и предоставила свои архивы. Кейт выбирала не только колье и сережки, но также даже гребень для волос и карманные часы. В общей сложности в фильме представлено 27 предметов от Tiffany, но не все они архивные, несколько они разработали в сотрудничестве с Хоули, например, красный крестик на Элизабет, на красных бусах, которые больше напоминают четки. Благодаря этому сотрудничеству компания Tiffany стала первым люксовым ювелирным брендом, заключившим контракт с Netflix. И если вы еще не видели этот фильм, но замечали его рекламу, наверняка обратили внимание на Мию Гот в исполнении Элизабет, которая носит довольно-таки необычное украшение из скоробеев. Это ожерелье было создано в 1914 году и принадлежало коллекции Фаврил. Его создала ювелир Мета Овербек под руководством Луиса Комфорта Тиффани, сына создателя этого ювелирного дома. Ожерелье было изготовлено из золота и инкрустировано стеклянными скоробеями. Их изготавливали в печах Луиса Комфорта Тиффани в Квинсе, и они делались разных размеров, но с этим специфическим сине-зеленым отливом. Впервые украшения с этими скоробеями появились на страницах Blue Book, это каталога Tiffany, с 1909 года. Ну и впоследствии следующие 5 лет также были представлены как одна из линеек украшений от Tiffany. Это же ювелирное украшение, это ожерелье впервые представлено в современном контексте. Ожерелье Уэйда или гирлянда Уэйда является жемчужиной ювелирного искусства Тиффани, представленное в фильме «Франкенштейн». Это ожерелье было создано в 1900 году ювелиром Полдингом Фернамом. Оно сделано из золота, платины и бриллиантов там на 40-45 карат. Особенность в том, что это одно из первых украшений, которое было изготовлено с платиной благодаря изобретению ацетиленовой горелки. Наконец-то мастера смогли работать и с этим металлом, а само украшение предназначалось для американской наследницы Эллен Гарретсон Уэйт и подарено ее мужем, финансистом, филантропом и наследником состояния Western Union.
Джепта Хомер Уэйт II был коллекционером драгоценных камней, а еще он дружил с гемологом, главным гемологом Тиффани, Джорджем Кунцем, и поэтому это было не единственное украшение в коллекции его жены. Украшения сейчас представлены в Кливлендском музее естественной истории. Но и вот это украшение, кстати, тоже, в принципе, не надевалось в современный период жизни, но когда Мия его надела, оно идеально подошло. В честь премьеры этого фильма Тиффани превратили просто в театральную постановку их витрины, разработали они концепцию вместе с Гильермо Дель Торо, и в них можно видеть какие-то намеки на там, башню, в которой работал Франкенштейн, или столик, перед которым прихорашивалась Элизабет. В зеркале мы видим отражение Мии Гот, которая играет эту героиню, и нужно сказать, что это второе появление актрисы на витрине магазина Тиффани. Первое было у, конечно же, Одри Хепберн. Как я уже упоминала, Гильермо Дель Торо несколько сместил временные рамки для того, чтобы фильм казался более современным. Роман был написан, если я не ошибаюсь, в 1818 году, а Гильермо сместил к 1850. В этот период уже жизнь человечества начинает улучшаться благодаря промышленной революции, жизнь становится быстрее, и в этот период компания Тиффани существует около 15 лет уже. Они были созданы в 1837 году. Компанию сделали два одноклассника, Тиффани и Янг, и у них было несколько принципов, когда они создавали этот магазин. Там, кстати, изначально была не ювелирка, а разная галантерея и канцтовары. В общем, принципами этого магазина было, во-первых, не давать в кредит, а во-вторых, мы здесь не торгуемся. Соответственно, первый день ребята заработали менее $5, а точнее $4.98. Через несколько лет к ним присоединяется еще один партнер, и название магазина становится вообще длинным – Tiffany & Young & Ellis. Но, тем не менее, в этот период они уже помимо каких-то там кожаных изделий, посуды, ваз, начинают продавать еще и изделия из серебра и часы. На протяжении вот этих вот 15 лет, я имею в виду до вот хронологического периода действия фильма, когда происходит, Тиффани успевает установить стандарт серебра для своих изделий, и вот эта 925-я проба в конечном итоге становится международным стандартом изделий из серебра. Они начинают выпускать свой Blue Book. Изначально он не всегда был того оттенка Тиффани, и там изначально были не только украшения, но тем не менее по сегодняшний день это вот стандарт каталога, который выпускается ежегодно Тиффани. И тогда же у них уже был этот самый бирюзовый оттенок Тиффани, который украшал коробочки их изделий. А вот хронологический период действия фильма «Франкенштейн» 1850-х, а точнее в 1853 году, Чарльз Тиффани выкупает у своих партнеров бизнес и становится единственным владельцем компании Tiffany & Co. С того времени компания, кстати, не меняет больше названия. И тогда же компания Tiffany делает основной акцент уже на ювелирных изделиях. Чарльз Тиффани не был ювелиром, но был очень хорошим менеджером. И он начал скупать бриллианты у обедневших европейских аристократов, привозя их в Америку. Тем самым для американской элиты он предоставил возможность впервые в жизни покупать бриллианты на территории собственной страны. Он сделал себе настолько весомое имя, что в 1961 году Авраам Линкольн купил у него ожерелье и сережки из жемчуга для своей жены Мэри Тодд Линкольн, для того, чтобы она была в них на его собственной инаугурации. Мэри Тодд, кстати, не единожды носила эти украшения и даже была сфотографирована в них.
Кто-то сказал, что это расточительство, но, судя по всему, Авраам Линкольн тем самым вел традицию, когда президенты сменяют друг друга, они дарят друг другу презенты в этих самых коробочках оттенка Тиффани. Но через год начинается гражданская война в Америке, и Тиффани вместо ювелирного дома становится складом, просто-таки оружейным складом, где хранятся как холодное оружие, так и медикаменты, и носилки, какая-то одежда, все что угодно. А сами они начинают производить вместо ювелирных украшений сабли и хирургические инструменты. Конечно же, страна об этом не забывает, и после Тиффани получают свой кусок пирога и заслуженную славу. Репутация Тиффани была настолько крепка, что ее не сломала даже Великая алмазная афера 1872 года. Эта история просто заслуживает на то, чтобы быть отличным сюжетом фильма, но если в двух словах, несколько ребят решили сказать финансовым воротилам, что они нашли месторождение бриллиантов. И очень много кто вложился, в том числе и Тиффани, которые до этого сказали, что ну да, бриллианты настоящие, можно верить, берем. Много кто прогорел, но, тем не менее, Тиффани это простилась, а через 5 лет, в 1877 году, в Южной Африке был найден тот самый желтый бриллиант, который впоследствии мы знаем как бриллиант Тиффани. Тиффани заплатили за этот бриллиант канаречного цвета королевскую сумму $18 тысяч. Он весил более 287 карат, и на нем было более 80 граней, что по факту на треть больше традиционной огранки бриллианта. А через 80 с хаком лет, а именно в 1961 году, ювелир Жан-Мишель Шлюмберже делает на основе бриллианта Тиффани колье Ray-Ban Rosette. Это колье появляется в рекламной кампании к фильму «Завтрак у Тиффани» Блейка Эдвардса. В этом фильме играет Одри Хепберн, хотя изначально автор романа «Завтрак у Тиффани» Труман Капоте рассматривал на роль этой девушки совсем не ее, а Мэрилин Монро, свою приятельницу. Тем не менее, и Монро отказалась, и студия не захотела, а Одри решила рискнуть. И, как она говорила, этот фильм стал просто переломным моментом в ее карьере. Он был очень тяжелый, но тем не менее очень интересный. Я, кстати, об этом фильме рассказываю, и ссылочку тоже прикреплю здесь вверху. Героиня Одри Хепберн, Холли Голлайтли, ничего не носит в фильме о Тиффани. Она просто восхищается атмосферой и уютом этого ювелирного дома и желает найти место для жизни, в котором ей будет также комфортно. Однако сама Одри Хепберн кое-что о Тиффани все-таки примерила. И именно это колье Ray-Ban Rosette. Для рекламной кампании к фильму «Завтрак у Тиффани» было сделано несколько вариантов фотографий с Одри Хепберн. Один из вариантов как раз, где Одри в этом ожерелье. Кстати, надо сказать, что она не единственная женщина, примерявшая на себя бриллиант от Тиффани. До нее колье немножко другое, но с этим же бриллиантом надевала Мэри Уайтхаус на балу Тиффани в Ньюпорте. А после Одри Хепберн его примерила Леди Гага на церемонии вручения премии «Оскар». А также после в рекламной кампании от Тиффани его примерила Бейонсе. Про фильм «Завтрак у Тиффани» я рассказывала в отдельном эпизоде, и ссылочка вот здесь сверху. И если не видели, перейдите обязательно, там много интересного. А я не могу не сказать, что Одри Хепберн все-таки должна была надеть Ray-Ban Rosette на премию «Оскар», но в тот момент ее к постели приковала простуда, и премию Одри смотрела по телевизору. А жаль. Кстати, в фильме «Смерть на Ниле» 2022 года мы можем видеть колье с канаречным бриллиантом на Галь Гадот.
сожалению, компания Tiffany не захотела сотрудничать тогда и предоставлять оригинал. Предполагаю, что это очень рискованная история, поэтому в фильме, к сожалению, только реплика. Правда, довольно точная. Через 4 года после выхода этого фильма Жан-Мишель Шлюмберже этот бриллиант перенес на брошь, которая называется «Птица на скале». Эта птичка, по сути, является символом Тиффани, таким же, как и этот бриллиант. Очень много реплик сейчас можно видеть. Есть и сережки, и подвески, и подобную птичку сажают на всевозможные другие камни, но, тем не менее, классика жанра – это как раз эта брошь 1965 года. В общем, мы проследили биографию этого желтого бриллианта Тиффани, и теперь можем вернуться обратно. В 1877 году его нашли, а через год в компании Тиффани появляется должность гомолога, и ее занимает Джордж Фредерик Кунц. В принципе, это новаторство, что в ювелирном доме появляется в штате человек, который разбирается в драгоценных камнях. Но Кунц был не просто человеком, который разбирался, он посвятил свою жизнь тому, что и находил новые драгоценные камни, и, в принципе, благодаря его работе сформировался стиль Тиффани. А я напомню, что помимо бриллиантов, они еще очень любят использовать разноцветные камни в своих изделиях, драгоценные, естественно. Кстати, именно благодаря работе Кунца теперь мы знаем аквамарин, желтый берилл и зеленый гранат. А в 1903 году в руднике Калифорнии был обнаружен очень красивый сиренево-розовый сподумен, который назвали как раз в честь Кунца. И есть несколько вариантов на самом деле, или кунцит, или кунцинит. И его, кстати, Тиффани тоже используют сейчас в своих украшениях. Проходит не так много времени, прежде чем компания Tiffany снова делает потрясающий маркетинговый ход и меняет правила игры. В 1886 году они представили правильное кольцо для помолвки. Теперь там бриллиантик и какие-то драгоценные камни не прячутся, как бы вбитые в саму огранку, в само кольцо, а бриллиант сияет так, чтобы видели, насколько жених любит невесту. Именно это кольцо закрепляется как правильное, самое-самое верное. Не то, чтобы до него не было вариаций помолвочных колец, просто они были абсолютно разные, а Тиффани снова показал, каким оно должно быть. И, конечно же, он не менял коробку, которая также уже сформировалась на протяжении предыдущих многих лет. Конечно, голливудский кинематограф также помог закрепить эту идею помолвочного кольца в сознании теперь уже всего мира. Начиная от «Войны невест», заканчивая «Стильной штучкой», в последние годы это вообще культовая история. И, конечно же, у нас не может быть сейчас, наверное, и другой ассоциации. То есть, если так повезет и получишь помолвочное кольцо, конечно же, там будет бриллиант именно этой огранки. Ну, конечно, бриллианты бриллиантами, однако стоит сказать, что в конце 19 столетия самыми дорогими изделиями Тиффани были жемчужные ожерелья. Например, ожерелье, которое было представлено на Всемирной колумбийской выставке в 1893 году в Чикаго, стоило порядка $200 тысяч. Возможно, оно, кстати, является прототипом того самого ожерелья, которое вспоминается в фильме База Лурмана «Великий Гэтсби» 2013 года. Про этот фильм у меня тоже есть отдельный эпизод на канале, ссылочка вот здесь, там я сравниваю и более раннюю экранизацию, и эту, рассказываю о костюмах. В общем, надеюсь, там вам будет тоже интересно, переходите. А здесь буду рассказывать непосредственно про работу художницы по костюмам и жены База Лурмана Кэтрин Мартин и ее взаимодействие с Тиффани. Просто напомню, что и художница по костюмам, и режиссер, они очень скрупулезно работают над каждым проектом. Ну, вот последний у них был Элвис, кстати, про него тоже есть на канале. Ну, это же фантастика, там невозможно не влюбиться как в самого персонажа, так и в актера, который его играет.
Они каждый раз поднимают просто тонну архивов, и здесь они делали то же самое. И оказалось, что автор романа Фрэнсис Скотт Фицджеральд был поклонником фирмы Тиффани и, соответственно, ее клиентом. И в романе как бы упоминается Тиффани не просто так. Том Бюкинен дарит Дейзи жемчужное ожерелье стоимостью $300 000. Как раз в конце 19 столетия Тиффани очень прям продвигали идею того, что жемчужная нитка – это лучший подарок молодой девушке в рамках обряда посвящения. Таким образом, наш автор Фрэнсис Скотт Фицджеральд является здесь не просто поклонником этой фирмы, он еще и тем самым намекает и рассказывает о традиционном подарке в этих слоях общества. И вот на фоне этих всех рекламных кампаний мы не забываем, что появляется как раз кинематограф, и на черно-белой пленке ничто не может так привлекать внимание, как украшение, в особенности из жемчуга, и, конечно же, ничего не может так классно сиять, как бриллианты. Они начинают украшать голливудских звезд не только на экране, но и в жизни. И это становится очень таким хорошим, классным временем для Тиффани. Одно из выдающихся украшений в этом фильме – это головной убор совой, который надевает Дейзи на вечеринку Гэтсби. Он выполнен из платины, жемчуга и белого золота. На нем есть съемная брошь, которая смещена от центра, и сам дизайн выполнен по оригинальному дизайну Тиффани столетней давности. Вице-президент Тиффани Джон Кинг объяснял, что это произведение ювелирного искусства было вдохновлено индейскими мотивами, и эта съемная брошь напоминала перо. Аналог этого украшения в самом Тиффани стоил $200 000. Также обратите внимание на платиновый браслет Дейзи, который также скопирован с оригинальных архивов Тиффани. Украшение Daisy Head было выполнено из пресноводного жемчуга и круглых бриллиантов и является само по себе просто произведением искусства. Хотя моим фаворитом в этом фильме стала брошь Дейзи, которая выполнена из платины с бриллиантами и желтым бриллиантом Тиффани. К премьере этого фильма ювелирный дом Тиффани выпустил целых 2 коллекции. Первая называлась Great Gatsby, и там были вот эти самые шикарные изделия, в том числе и совой. Там всего было 30 предметов. А была более бюджетная коллекция, которая называлась Ziegfeld, и она состояла из 14 предметов. Интересно, что у компании Tiffany всегда ее сильной стороной была рекламная. Каждый менеджер знал, что главное вовремя подать материал в нужном оформлении. И они всегда были первые в том, чтобы создать вау-эффект витрины, чтобы начать делать поздравительные открытки, чтобы начать сотрудничать со знаменитыми звездами Голливуда, делать какие-то коллаборации, и они даже собственных ювелиров возводили, ну, если не в ранг голливудских звезд, то точно они на уровне известных современных художников. В 20 веке мы знаем таких ювелиров Тиффани, как Жанна Шлюмберже, Эльзу Перетти и Палому Пикассо. Каждый из них создавал, ну, по сути, очень непохожие украшения, но те, которые становились классикой. Кроме этого, в компании Tiffany были, ну, такие не сильно известные вещи, которые становились культовыми, такими же культовыми, как и работа этих ювелиров. Я, например, говорю про брелок для часов. Ой, не для часов, для ключей, извините, Return to Tiffany. Он появился в 60-х годах, и идея была в том, что, ну, если кто-то потеряет ключи, он может вернуть их в магазин Tiffany, а Tiffany вернут их владельцу. Эта история стала очень популярной в нулевых, когда массовый рынок начал предлагать покупать
делать более доступными ювелирные украшения в том числе, и тогда появились те самые сердечки, которые стали, ну, если не культовыми, то очень желанными для девочек в возрасте 18-20 лет. Например, в фильме «Блондинка в законе» мы видим героиню Риз Уизерспун в колье и браслете Return to Tiffany 1997 года. Кстати, потом подобную вещь не выпускали, и коллекционеры до сих пор гоняются, а иногда создается вообще вопрос, а было ли это украшение от Тиффани? Ну, вроде как да, это было действительно Тиффани. А вот моя любимая Бриджит Джонс носит немножко другое сердечко, но оно тоже от Тиффани, и она его не снимает на протяжении всех 4 фильмов. Правда, в последнем она еще и добавляет к нему инициал в честь любимого покойного Марка Дарси. А вот в сериале «Сплетница» мы замечаем на одной из героинь ключик. Правда, здесь ключик несет немножко другой фон, нежели тот, который представлял Тиффани. Ведь для Тиффани коллекция с ключиками – это был своего рода аналог вот Cartier, вот этих браслетов любви, когда ты любимого и закрыла на ключик. А здесь, наоборот, ключик от моего сердца. Очень, по-моему, красиво. Чего только не переживала компания Тиффани за последние 50 лет. Она даже принадлежала компании Avon, которая пыталась из нее сделать, более доступную марку. Слава богу, не получилось. Тем не менее, сейчас компания переживает не самые плохие года своей истории, и у них коллаборации, абсолютно разные, начиная от коллаборации с Nike и заканчивая, слава богу, Гильермо Дель Торо с его Франкенштейном. Надеюсь, это не последняя работа с Netflix, и буду ожидать, честно говоря, новых. А если вам интересно узнать и о других ювелирных домах, которые сотрудничали также с кинематографом, пишите мне, пожалуйста. Спасибо, что оставались и слушали этот выпуск. Сегодня про Тиффани все, но на следующей неделе снова будем разбирать что-то интересное. Спасибо и до встречи. Пока.